Всем привет, с вами Серый на канале Акустивил, и в этот раз мне хотелось бы вспомнить несколько интересных, но многими забытых фактов о моей и, судя по всему, вашей любимой группе Рамштайн. Возможно, многих фактов, о которых пойдет речь в данном видео, вы не слышали. Также расскажу кое-что о некоторых песнях из нового альбома Zeit. Для истинных же поклонников я хочу предложить мини-игру, чтобы не разжевывать, какие песни подкрепляют конкретные факты. Итак, игра заключается в том, что вы пишете номер факта в комментарии с названиями песен и объяснениями, которые, по-вашему, больше всего подходят к данному факту. Также в некоторых фактах озвучен не точный перевод слов с немецкого, а, так скажем, in momentum конкретный, подходящий к случаю в песне или подразумевающийся самой группой. Итак, поехали. Рамштайн, наверное, единственная в мире группа, которая из песни о любви может сделать марш. Пишите комментарии, если вспомнили песни. В большинстве песен Рамштайн используется игра слов или придуманные слова, например... Рамштайн обращает внимание на проблемы общества через гипертрофированное изображение этих проблем, вплоть до пробуждения чувства неприязни. Кстати, если вам пришли в голову какие-то конкретные песни или нарративы, напишите перевод, каких песен мог у вас вызвать чувство неприязни. Во всех альбомах Рамштайн присутствует игра с слушателями в том или ином виде. Например, многие из песен Рамштайн основаны на реальных событиях, обычаях, либо известных художественных произведениях. Какие именно, вы скоро узнаете. На диске Rise Rise изображен черный ящик самолета, а спрятанная дорожка в европейской версии диска — это запись черного ящика японского самолета Boeing 747 рейс 123, авиалинии Японии, который потерпел катастрофу 12 августа 1985 года, разбившись в горах через полчаса после вылета из аэропорта Ханеда. Погибли 520 человек из 524. Это была самая большая авиакатастрофа в истории. Песня Далай Лайма основана на балладе Йохана Вольфганга фон Гёте «Эркёнинг» «Лесной царь», известный у нас в переводе Жуковского. А к Далай Ламе имеет лишь то отношение, что теперешний Далай Лама боится слетать. Напомню, что баллада Гёте повествует об отце и сыне, которые верхом на лошади путешествуют ночью через темный мрачный лес. Сыну страшно, ему кажется, что злой лесной дух их преследует, но отец объясняет, что все мерещится сыну. По приезду в пункт назначения отец обнаружит, что сын умер. Все-таки лесной дух забрал его. А текст песни группы про современных отца и сына. Сын боится летать на самолете, ему чудится, что за грозовыми облаками его зовет мрачная сущность, король ветров, и что он хочет усыновить его. Отец крепко обнимает своего испуганного сына, не замечая, что душит его, собственноручно убивая из-за паники в самолете вследствие грома и турбулентности. А название песни вначале было рабочее, потом решили так и оставить. Тогдашний Далай Лама вроде испытывал фобию летать. Песня «Mein Teil», «Моя часть» или «Спасен Мушен» основана на истории, когда немецкий программист Армин Мивиус в 2001 году разместил в интернете объявление о том, что хочет познакомиться с мужчиной, чтобы зарезать его и съесть, что впоследствии сделал. Первые же строки песни — это дословный текст объявления Армина. 12 января 2006 года Армин Мьюз, осужденный на 8 лет за несанкционированную эвтаназию, подал в суд на Рамштайн за использование его имени в коммерческих целях. Песня «Розенрод» основана сразу на двух произведениях, зачастую. Поэме уже упомянутого Йохана Вольфганга фон Гёте «Хейден Рослен», а вот название трека было позаимствовано из сказки братьев Гримм
Schneeweiß Chen and Rosenrot. Белоснежная и розово-красная. Припев песни Rosenrot полностью состоит из цитат из папки Тилли Линдеман, в которой он хранит интересные фразы, которые он когда-то услышал или прочитал. Альбом Rosenrot изначально должен был называться Rise Rise Volume 2, типа том 2. На его обложке изображено отретушированное фото ледокола USS Attica, сделанное 13 марта 1960 года в Антарктиде на станции Макмёрдо. Песня Hilf Mir основана на сказке Генриха Хоффмана. Это жесть. Die Trauer... Ой, Die gar traurige Geschichte mit dem Feuer. Die traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Die traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. В переводе означает «очень грустная история с зажигалкой». А глупый Паулинхен, которая не слушала предупреждения двух кошек. Но история, что лирического героя песни, что девочки из сказки учат тому, что спички детям не игрушка. Песня «Ти Quiero Puta» — единственная на данный момент песня Рамштайн, исполняемая на испанском языке, а также единственная, в которой звучит труба. Ни для кого не секрет, что клипы Рамштайн выражают нестандартное видение песни, на которую они сняты. Название группы двусмысленно. С одной стороны, оно созвучно с названием города Рамштейн, с одной буквой, в котором во время авиашоу на базе НАТО в 1988 году столкнулись два самолета и рухнули на толпу зрителей. В память об этой трагедии группа написала одноименную песню «Рамштейн» с двумя «М». Вторая «М» в слове «Рамштайн» превращает название группы в отбойник, в котором разграничивают полосы скоростных трасс. Припев песни «Духаст» — цитата из германского обряда венчания. Изначально название песни «Духаст» «ты имеешь» задумывалось как «Du hast» с двумя «с» — «ты ненавидишь», что вносило альтернативное прочтение этой песни. Изначально песня «Шпилер» была без последнего куплета, но поскольку она была потенциальным хитом, пришлось дописать последний куплет, в котором ребенка выкапывают и в мелодии звучат мажорные аккорды, чтобы даже домохозяйки покупали диски с песней. Песня «Мото». Манифест Рамштайн против клонирования человека. Даже обложка одноименного альбома представляет собой фотографию мертвого плода, сделанную Даниэлем и Гео Фуксами. Текст песни рассказывает историю ребенка, рожденного не из утробы матери, а в научном эксперименте, таким образом не имеющего настоящего отца или матери. И описывает план персонажа убить как свою биологическую мать, которая никогда его не рожала, так и самого себя. Однако ему не удается покончить с собой, и вместо этого он оказывается изуродованным и ничуть не лучше, чем раньше. Ребенок умоляет и молит о силе, но его мертвая мать не отвечает. Говорят, что песня очень напоминает сюжет книги Мэри Шелли о чудовище Виктора Франкенштейна. Впрочем, сам бессменный лидер Тиль Линдеман и его коллега Рихард Крупс описывают песню как отсылку к несчастливым отношениям с собственными матерями. Песня Links to Dry Fear отражает политические пристрастия Рамштайн. Текст ее песни был написан в ответ на обвинения в фашизме или нацизме, как вам удобнее, направленных против группы. В песне они говорят «Мое сердце бьется слева, 2, 3, 4», намекая, что они находятся на левой стороне политического спектра. Песня Ein Lied посвящается поклонникам группы, а творчеству самого коллектива же трек Ram-Lied из альбома Liebes für alle. Примечательно, что песня перекликивается с хитами Рамштайн и Wollt ihr das Bett in Flammen sehen, тем, что в припевах упоминается слово Рамштайн, как аллюзия к катастрофе и как наименование группы. Если кто не знал, это знать надо! Изначально упомянутая выше песня Wollt ihr das Bett in Flammen sehen изначально была известна как Brenner, а лирика практически полностью другой. С течением записи структура менялась. Так появилось и восклицание названия группы после каждого куплета. Еще один забавный факт: песни содержит сэмплы из компьютерной игры Doom, такие как перезарядка дробовика главного героя или его крики. Это классика, блядь! Все знают, что текст песни Wiener Blut был основан на прогремевшем в 2008 году деле Йозефа Фрицля, в котором отец держал свою дочь в подвале в течение почти 24 лет, где насиловал около 3000 раз, по ее же словам, морил голодом, избивал и в конце концов стал отцом 7 детей вместе с ней.
из которых выжило 6. Один скончался спустя 3 дня на руках у матери от недостатка воздуха и был лично кремирован в мусоросжигателе отцом-дедом. А на данный момент их осталось 5, ибо в некоторых австрийских СМИ писали о том, что одна из дочерей по имени Керстин, чья болезнь стала спасательной миссией для матери, умерла в 2019 году. Бабушка же этих где-то внуков и мать Элизабет, так звали пленницу, Розмари, скончалась еще раньше, в 2012 году. Название песни, разумеется, не имеет никакого отношения ни к Вене, ни к одноименному вальсу, как может показаться на первый взгляд. Оно является каламбуром с английским значением winner. Это означает пенис, мужской половой. Также в этой истории можно было бы и приписать другой трек, Tear, с весьма похожим, кстати, сюжетом, но дело в том, что эта песня вышла гораздо раньше описанных событий, примерно в 1995 году. Это уже было в Симпсонах. Хотя не исключено, что для ее создания послужили и реальные истории того, как отцы развращают своих детей, а матери с этого стараются не замечать. Кстати, в 1996 году эта песня впервые прозвучала под иным названием Sadist. Существует, кстати, другая песня, Beast, 1994 года из альбома Hair the Life, припеве которой также звучит слово Tear, но поется в ней совершенно о других вещах. На данный момент трек считается забытым. Der Meister, повелитель. Одна из первых песен группы, которая особых изменений не претерпевала. Текст ее повествует о всадниках апокалипсиса, несущих неизбежную погибель всему живому. Если поначалу она была среди главных лайв-фаворитов Рамштайн, то уже к 1997 году, по всей видимости, надоела участникам, так как с тех самых пор на концертах она больше не звучит. This is Flash, белая плоть. Поговаривают, что эта песня в раннем англоязычном варианте была среди тех 4, благодаря которым Рамштайны победили на том самом конкурсе. Но тот факт по-прежнему не подтвержден. Одна из самых быстрых песен в альбоме, хотя бы по той причине, как резко идет в начале переход от вокала стиля грубой музыки. Во многом из-за такого звучания позже пресса окрестила альбом фактически новым жанром Neue Deutsche Hard. Новая немецкая жесть, фактически немецкий вариант индастриал металла. Прототипом лирического злодея стал советский маньяк Андрей Чикатило, хотя некой жертвой его на школьном дворе могла оказаться не школьница, а, например, учительница. Asche zu Asche, пепел к пеплу. Один из самых известных треков пластины. Также существуют факты, что это одна из самых последних песен, написанных для альбома, поскольку ее не играли вживую на протяжении 1994 года. Запоминать своим ярким переходом припевной части, когда Тиль выкрикивает «Asche». Песня повествует про некую темную версию Иисуса Христа, когда распятый на кресте по ложному обвинению лирический герой клянется отомстить своим палачам. Симан, моряк, исполняет роль в некотором роде баллады на альбоме. Известно как своим видеоклипом, так и живым выступлением, на которых Флаки перемещался по фан-зоне на надувной лодке. В общем-то, несмотря на мрачное настроение многих текстов Рамштайн, легко можно представить себя плывущим в лодке или же сидящим на берегу моря под ее прослушиванием. Das alte Leid, старая боль. Еще один позабытый тягучий номер дебютника. Рабочим названием песни было Hello, Hello. На многих демо она выходила именно так. Это приветствие придумал Тиль, проверяя, слышно ли его на записи. И оно закрепилось впоследствии. Hello, hello. Hello, hello. На сцене во время Hair the Light тура она нередко звучала, однако позже ее не исполняли ни разу. Миш, выходи за меня. Один из 2 треков, которые прославили группу в США. Это произошло по причине появления в 1997 году в фильме Дэвида Линча «Шоссе в никуда», в котором неоднократно во многих сценах эта песня играет особую роль, как и титульная для группы композиция. Кто-то проник в дом и заснял нас. Я же сказал, что я здесь. Содержит самую интересную ударную партию Шнайдера на всей пластинке. К радости поклонников, в последнем на данный момент туре группы она вернулась в сет-лист после 18-летнего отсутствия, поскольку вживую она звучит еще даже лучше. Hair the Light. Сердечные страдания. Одноименный альбому трек. Рифы принадлежат невыпущенной песне проекта Feeling B, в котором ранее участвовали Пауль и Флаки. Узнаваем во многом из-за своей неспешности и текста, который Тиль буквально надиктовывает слушателю по одному слову. Вошел в историю тем, что был сыгран на знаменитых шоу 98 года в Берлине, после чего не исполняется.
Zeit, время нереста. Предпоследний по счету, который запоминается своим танцевальным рифом, который возникает перед первым куплетом в припевах. Песня «Рамштайн» под названием «Дуна Киндер. Дети Дуная» была посвящена экологической катастрофе 2000 года, когда на одном из румынских заводов имел место выброс в реку Дунай более 100 тысяч кубометров воды, загрязненной соединениями тяжелых металлов. В то время катастрофу назвали вторым Чернобылем. Разумеется, никаких погибших человеческих детей там не было, а вот фауна водоема вся вымерла. Смысл песни «Ангст». В тексте песни «Рамштайн Ангст» речь идет о взрослых страхах современных людей. В качестве аналогии приводится сравнение со страхами из детства. Шварцеман дословно переводится с немецкого как «черный человек». Но смысловой перевод – бабайка, бабай, бугимен, злой дед, чудовище. В Германии распространена детская игра в черного человека, в кавычках, естественно, похожая на наши салочки или колдунчики. Перед началом водящий, то есть черный человек, обычно громко спрашивает, кто боится черного человека, а игроки на другой стороне отвечают «никто». Кстати, в последние годы детскую игру часто критиковали за ее якобы российское название. Так вот, в клипе участники, начитавшись газет, насмотревшись ужасов в интернете или по телевидению, начали строить стены и спешно вооружаться, чтобы впоследствии все разрушить. При этом никто из них не заметил реальных проблем, а именно беженцев, окруженных колючей проволокой, которые смотрят на все это через экран смартфона. Аналогии можете провести сами. Текст песни «Рамштайн Шварц. Тьма или чернота» из альбома «Зайд» 22 года основан на одноименном стихотворении Тиля Линдеманна из сборника «В тихой ночи». Кстати, вот этот сборник с такой вот непримечательной классной обложкой у меня есть. И с вашего позволения я зачитаю вам этот текст. Тут даже есть рисунок, но я не знаю, могу ли я показывать на YouTube. Я так мельком покажу, чтобы вы, может быть, поставили на паузу. Ну, потому что он, скорее всего, запрещен по тем или иным соображениями. Так, готовы? А подождите, не слишком импозантно, так скажем. Чернота. Или на немецком «Шварц». Перед ночью в тишину, тьмой укрываясь, иду. Не посчастливится мне белый свет, мне восхищение дано лишь во тьме. Эта мертворожденная ночь неистово грешниками нас создает. Мы приступаем к священной заповеди, не зрим ни души в сумерках за полночь. Когда опускается, как вуаль, темнота, теряется в желаниях безумно душа, закат для меня — восторг наслаждения, пью залпом я черные страсти мгновения. Светлый день мне не убыток, ущерб. Ночь, останови из грудей стон людей. Пьяницы, бляди, заговорщики, воры, их вотчина ночь, заслон от укоров. День притаился на больной луне, и нет свечей, молитвы нет. Растет лихорадка в наших костях, лицемерие свет в наших сердцах. Когда опускается, как вуаль, темнота теряется в похоти безумно душа. Смерть солнца для меня наслаждение. Пью залпом я черные страсти мгновения. Вот такой вот очень похожий текст. Книга, кстати, очень интересная, и некоторые песни можно найти в ней тоже. Не буду говорить какие, но, скорее всего, истинные фанаты могут догадаться, какие похожие песни там могут быть. Всем рекомендую. Что ж, на этом закончим. Предаваться меланхолии и ностальгии по вышедшим песням. Но я надеюсь, что каждый из вас узнал что-то новое для себя или же вспомнил что-то забытое. Как говорится, нельзя жить прошлым, но помнить его обязательно. И все мы, конечно же, надеемся, что именно 11-я песня нового альбома с красивой датой 2022 Рамштайн, а именно «Адио», не станет последней. Ведь в ней есть прямой намек на то, что этот альбом именно может быть последним. Когда приходит наше время, то пора уходить, бросить все в самый лучший момент, когда часы становятся. Поет Линдеманн. В заключительной композиции музыканты делают аллюзию на свой знаменитый сингл «Солнце» 2001 года и прогнозируют: даже солнце истлеет. А строчка последней песни, последний поцелуй, чуда не будет, не предвещает покоя
поклонникам творчества немецких легендарных музыкантов ничего хорошего, но сначала их ждет турне по Европе. Также, по моим соображениям, у Рамштайн всегда есть некий вызов обществу, так скажем, провокация, и в альбоме Z, как по мне, она единственная в последней песне, возможно, чтобы вызвать бурное обсуждение, но потом грандиозно вернуться и купаться в овациях. Ведь наверняка каждый из вас видел большое количество новостей о последнем альбоме Рамштайн еще в 2008 году и позже после этого. Но, как вы видите, альбом все еще уходит, и это не может не радовать. И, как ни странно, предпоследняя песня нового альбома Любим как раз о лжи после обещания быть вместе всегда, так же, как и это обещано в Адьё. Или же это тоже обманчивое обещание. А вот вам и пища для размышлений. Благодарю за просмотр, Чумба. Оценивайте это видео и не стесняйтесь самовыражаться в комментариях. До скорых встреч! Хуй!